Всем привет! Я, знаете ли, захотел попробовать хондочку, давненько ее не было. И несмотря на то, что ролик, старый мой предревний ролик про Honda HR-V сейчас в топе по запросу, мне захотелось обновить, так скажем, ситуацию и показать вам такой же, по сути, вариант, только с вариатором. Для разнообразия мы сегодня ей устроим пару испытаний. Первое испытание. Я прочитал очень неоднозначные отзывы, то есть одни говорят люди, что из-за особой системы полного привода, а если вы не знаете, там особая система полного привода, система двойного насоса, Honda HR-V не боится диагоналки, а другие отзывы твердо утверждают, что именно из-за этой системы они вывешивания диагоналки как раз очень сильно боятся. Я предполагаю, конечно, скорее всего, что как и любая другая машина с подключаемым полным приводом, диагоналки они, конечно, побаиваются, тем более без блокировок, ну, сами понимаете, без межколесных в первую очередь. Но почему бы не попробовать, елки-палки, еще не такую дичь, бывает, на YouTube снимают. Ну и, конечно, мы посмотрим, как она едет на вариаторе. Мне реально интересно хотя бы на уровне ощущений понять, быстрее или медленнее, чем на механике, потому что я четко помню ощущения от мотора D16. У меня у самого был Civic на таком двигателе, но у меня была машина на автомате. Пробовали мы в прошлый раз HR-V на механике, а теперь на вариаторе. Когда собираются люди купить HR-V, перекупы им очень часто впаривают не те комплектации и не те года, что на самом деле, потому что отличия буквально маленькие в нюансах, и люди иногда не знают, куда просто смотреть. Автомобиль до рестайлинга. Первый признак до рестайлинга — это, конечно, поворотнички, габариты. На фарах вот такая рыжая штука — это признак до рестайлинга. Фары целиком меняют на рестайлинговые и прибавляют машине год. Говорят, она уже там 2000-2001 год, все. Что там в документах? Да это все ерунда, ты что там на таможне написали? А на самом деле, ты глянь, видишь, рестайлинг. Далее, яркий признак, вот эти вот прямоугольные отражатели, вот эти катафотки. До рестайлинг они прямоугольные, потом они становятся круглые. Берут бампер старый, снимают, новый ставят, мутят, колхозят, примучивают. И такие: о, да ты чё, рестайлинг, все дела, жоп-лифтинг замутили. Комплектаций, по сути, ну вот, которые прям весомо различаются, не опциями, фигопциями всякими, а вот прям по сути. Есть их 4. И самое классное из них, это, конечно, GS4, то есть это вариатор, полный привод и втековый мотор. Прикол в чем? Европейские машины имели втековый мотор и механику. Японские машины втекового мотора и механику не имели. И еще и полный привод. Не было такой комплектации. Даже вариатор по-разному отображается. Самый классный вариатор с кнопочками S1 и S2. А есть просто коробку в спорт или в драйв. Мне кажется, что HR-V полностью свою выполняет функцию только на механической коробке, потому что машина все-таки с высоким клиренсом, несмотря на то, что небольшая мощность и довольно-таки специфический полный привод, это все-таки кроссовер. Когда вы будете ездить вот по таким каким-то непонятным пространствам, то, что у вас втековый мотор, то есть 125 лошадиных сил, или не втековый мотор, то есть 105 лошадиных сил, вам будет абсолютно без разницы. Вы серьезно будете ощущать втек только там, ну вообще он начинается после 4,5, но по факту, вот как мне кажется, основные ощущения втека после 5. Прям вот такой подхват. Но, блин, тачка не на это ориентирована, реально. Это все-таки машина для такого активного отдыха. А вы активно будете по буеракам ралли устраивать? Сомневаюсь. Мотор D16. Даже в европейских версиях тоже D16, только с другой маркировкой. Там еще добавляется буковка W. Но технически это один и тот же двигатель. Просто вот есть на левый руль выпускались, есть на правый руль выпускались. D16 есть D16. Понять, втековый у вас мотор или не втековый, с первого взгляда может далеко не каждый. Я сейчас сделаю так, что вы все сразу моментально начнете шарить, чтобы понять, что мотор D16 втек или не втек, не обязательно смотреть на клапанную крышку. На ней может и не быть надписи втек, потому что надпись втек появилась позже.
Насколько я помню, в 2001 году только их стали делать надписи в ТЭК. Там такая маленькая стала надпись Honda, в ТЭК большая. До этого не было. Но в левом углу головы будет такая пипка, напоминающая, знаете, стартер для люминесцентных ламп. Такой бочоночек. И если он есть, значит в ТЭК есть. Если его нет, значит в ТЭКа нет. Хонды чем хороши, что вы можете поменять голову на голову от ВТЭК мотора, поменять мозг и уже заиметь ВТЭК мотор, а на блоке-то номер тот же самый остался, понимаете? Что надо? Ничего не менял? Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Ну вот настолько именно сбалансированно было все продумано, что и нагрузки он, в принципе, держит, которые ему предлагаются, и с запчастями с ним просто, и стоит он недорого, и массовый этот движок. То есть контрактный где-то в районе 40. Головенку, вот если поменять, вот захотели хитрости замутить в районе 10, там 15, смотря что и от чего достанется. Единственное, вот на мой взгляд, дохлое место, вот именно из агрегатов мотора, ну вот как по мне, это гидрач. Потому что в гидроусилитель нужно лить специальное масло, специальную жидкость хондовскую. Прикол в том, что там прокладки, которые там внутри в нем стоят, они реально рассчитаны на вот эту жидкость. Потому что стоит однажды залить в хондовский вот в этот гидрач Дикстрон, он обоссывается просто со всех сторон, как решето. Залили Дикстрон, он еще и рейку закосячит точно так же Дикстроном можно. Ну, короче, на мой взгляд, по крайней мере, слабое место такое. Ну, опять же, почему оно слабое? Ну, лей ты нормальную жидкость вместо Дикстрона, ну и что? Ну, и где же здесь вроде как слабое место? Но многие не знают, и по привычке, особенно после Тойоты, где гидрачу, хотя у меня на Камрюхе ссался гидрач тоже бывало, где гидрачу вообще пофигу, что в него льют, даже на конопляном там каком-то масле, я знаю, гидрачи вполне себе вывозят. Вот, и такие, да пофигу, что надо, в гидрач залил там, а он обоссался весь. Так, ну, у нас здесь такая горочка с буераками, вы ее видели очень часто у меня в роликах про внедорожку. Она очень у меня неплохо используется для контроля вот всякой диагоналки, вывешивания. Ну, здесь очень сильные такие буераки. Но, ребят, все-таки машина не на механике, на вариаторе, мы его сильно греть не будем. У нас задача посмотреть, что будут делать вывешенные и прижатые колеса. В общем, как ведет себя полный привод, в какой момент подключается. В общем, давайте просто посмотрим, как она это все преодолевает. Я думаю, сразу поставим на элечку, потому что скорость нам большая не нужна. Нам нужно, чтобы все правильно подключилось. Особенность полного привода, основанного на системе двойного насоса, особенно вот ее первая вариация, самая простая. Особенность в том, что она подключается довольно-таки шустро и иногда неожиданно. Прям как только буквально начинает, как только пробуксовывать передние колеса, все, зад тот же подключается. Между прочим, из-за этой вещи зимой частенько народ на таких хондах улетает куда-нибудь, потому что не успевает сообразить, в какой момент полный привод подключился, все, пошел боком, никакого контроля за тачкой нет. Ну вот, в общем, такие дела. Но в нашем случае такое свойство полного привода Хонды, вот этой системы полного привода, здесь нет никакой вискомуфты. Нам будет только на руку.
Блин, пошла на удивление круто. Пишите комментарии, что скажете. Вот сейчас вы наглядно видели работу полного привода HR-V. Это не просто по говнищу полетать с разгона, знаете ли. Здесь мы именно медленно, печально, чтобы все работало. Вот, кстати, опять же, учтите, что машина с вариатором. То есть с механикой она была бы еще бы... Ну, по крайней мере, знаете, чем лучше HR-V с механикой? У нее высшая психологическая проходимость. Ты не боишься перегреть коробку, не боишься, что там что-то крякнет. С механикой проще. Ты ломанулся, насколько тебе клиренса хватает, и все. Но, по крайней мере, я считаю, что достойно обсуждения, как срабатывает полный привод HR-V. То есть вот эта система двойного насоса, видно, что срабатывает быстро, срабатывает четко. На данный момент мне уже хочется прочувствовать, сработает ли она точно так же четко при попытке резкого старта. Ну, в общем, попробуем я полегче, значит, поеду я. Вдвоем ехать вообще смысла нет, 200 килограмм сразу тачки прибавляем. Так что, ну а тут 80 все-таки килограмм прибавляем, все-таки не так много. Попробую я, но вот, ребят, я вам сразу так скажу, я знаю прекрасно, что тачка быстро не едет, но просто мне хочется показать это тем, которые вечно пишут, что я на ней наваливаю прям пипец. Куда? Да, куда ты там на ней наваливаешь? На ней никуда невозможно наваливать. Ну чё, сколько? Много. 13? Не знаю, даже смотреть не хочу. В общем так, ребята, вы мне со своим наваливанием на Хондах HR-V и обгонянием всех подряд, вы мне с этим завязываете. На механике, может, чуть будет побыстрее, да, конечно, но, ребят, 105 лошадок, полный привод, ну что вы от нее хотите, вариатор. Едет, да, вначале едет в городских режимах до 60 км в час, бодренько, хорошо. До соточки очень печально, прям не хочется смотреть, честное слово. Так что используйте автомобили по назначению. Это не гонка, да, и нечего тут. Если хотите гонку, купите себе вешку. Да, турик, вешка, и все, и наваливай, да. Все вот эти движения. Марка надо брать, марка надо брать. Да. Турикоград, привет всем от Турикограда, да. Подписывайтесь, ребят, на канал. Всем пока.